шумном коридоре старшей школы в Чикаго ученики торопились к своим классам. Но одна сцена заставила многих ускорить шаг и опустить глаза. У шкафчиков белый подросток в яркой рубашке прижал лицом к металлу темнокожую девочку в простом платье. Его ладонь крепко держала ее за затылок. «Вот твое место», — усмехнулся он. Его друзья стояли рядом, хохоча, словно это было шоу для развлечения. Прохожие делали вид, что ничего не видят. Она не плакала, не кричала, просто стояла неподвижно, ладонями упираясь в холодный металл. Молчание, которое звучало громче их смеха. Парень ожидал слез или мольбы. Но когда она медленно выпрямилась и встретилась с ним взглядом, его ухмылка дрогнула. «Ты почему молчишь?» – потребовал он. Ответа не было. И от этой тишины воздух стал тяжелее, чем от любых слов. В столовой история повторилась. Парень, наслаждаясь вниманием, подошел к ее столу. «Все еще одна? Никто не хочет сидеть рядом, да?» Ученики вокруг перестали жевать. Кто-то отвернулся, кто-то шепнул соседу. Девочка аккуратно положила вилку на стол и подняла на него глаза. Она ничего не сказала, но в этом взгляде было больше силы, чем в его криках. Раздраженный, он столкнул ее поднос на пол. Еда рассыпалась, послышался вздох. Но и тогда она не дала ему победы, не заплакала, не закричала, просто осталась стоять. И именно это сломало его больше, чем сопротивление. На следующий день у школьного входа появились двое мужчин в темных куртках. Они не кричали, не угрожали. Просто сказали: «Мистер Морган хочет с тобой поговорить». Парень побледнел. Имя это он знал, агент ФБР. И тут он увидел ее, стоящую у шкафчиков. Она смотрела на него спокойно, без улыбки. И впервые он почувствовал себя не хищником, а добычей. С тех пор в школе все изменилось. Громкий задира стал ходить по коридорам, избегая чужих взглядов. Его компания рассосалась, а смех сменился шепотом. Девочка не рассказывала никому, что ее отец работает в бюро. Ей и не нужно было. Настоящая сила была не в его погонах, а в ее молчании. Иногда именно тишина показывает, кто действительно слаб, а кто по-настоящему силен.